Я приготовила расписание. Мы сбросим сумки в гостинице, потом пойдем в Албис Холлоу, где проходил фестиваль Самайн, а на ужин я нашла славный паб. Прошу прощения? Соуин. Правильно произносится Соуин. О, прошу прощения. Так вы, ребят, приехали на фестиваль? Да, мы приехали расследовать таинственную историю на Соуин. Это старье? Господи, я тогда еще не родился. Холодает, день становится короче, цветы и травы вянут, деревья меняют цвет, а потом сбрасывают листву. В октябре бог солнца, известный разным народам под разными именами, сходит во тьму и передает бразды правления владыкам зимы. Темнота и холод приходят владеть миром. И напоследок богиня земли и бог плодородия даруют людям урожай, чтобы пережить темную половину года, доплыть до другой стороны мрака. Когда зима кончится, свет и жизнь вернутся, и холмы снова зазеленеют. На колесе года 4 даты отмечают переломные положения Солнца на небосводе, и 4 находятся между ними, знаменуя смену сезонов. 31 октября, примерно посередине между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием, между Мабоном и Юлем, древние кельты отмечали конец сбора урожая и начало зимы – Самайн. Совен. Прошу прощения, Соуэн. Ночь, когда занавес, отделяющий людей от мира духов, истончается, и мертвые приходят на землю досаждать живым. Согласно их собственной легендарной истории, изложенной в эпосе «Лебер Габала Эрин» «История завоевания Ирландии», гелы происходят от скифского принца по имени Гойдель-Глаз. Он создал гельский язык, а его мать была египетской принцессой. Гелы странствовали по миру сотни лет, перебираясь из Египта на Крит и от Каспия до Иберии, после чего они приплыли на Северные острова, где вступили в битву с тамошними богами. Туата-де-Денан, племя сверхъестественных существ, искушенных в магии, были побеждены и ушли в Нижний мир, а гелы взяли себе Ирландию. На деле все было, разумеется, не так романтично. Существуют некоторые разногласия относительно того, когда группа кельтских племен впервые прибыла в Ирландию, но в Железном веке они уже, по всей вероятности, были там. Гелы были частью общей волны кельтских миграций, происходивших в Европе примерно во втором тысячелетии до нашей эры. Кельты, скорее всего, двигались с материка через пролив в Британию, а затем достигли Ирландии, где они стали гелами и сохранили свой уникальный язык и культуру. То есть гелы – это разновидность кельтов, осевших на Британских островах, преимущественно на территориях современной Ирландии, Шотландии и в некоторых других небольших анклавах. Гелы появились в исторических записях в классическую эпоху, когда Римская империя завоевала большую часть Британии, но не Ирландию. Вместе с пиктами, древним коренным народом шотландских гор, гелы совершали набеги на Римскую Британию, сохранив свою независимость. С тех пор в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и на острове Мэн люди говорят на старинных гельских языках и помнят древнеязыческие легенды и обряды. Их предки представляли себе мир как фундаментальную дихотомию между светом и тьмой, добрыми и злыми богами, чья власть чередовалась. Их год начинался в конце осеннего сбора урожая, продолжался сквозь темноту зимы и цветение весны, через изобилие лета и завершался новым сбором урожая. 2 больших праздника разделяли год на темную и светлую половины. Белтейн, Белтене, который падал на 1 мая по нашему календарю, и Самайн, Соуэн, который проходил 31 октября. Так как гельский день начинался и заканчивался не в полночь, как у нас с вами, а на закате, то празднование начиналось вечером 31 октября и длилось до утра 1 ноября. В средневековых текстах говорится, что Самайн длился неделю. Сам Самайн – 3 дня до и 3 дня после.
Так что если вы подумали, что я что-то рано с этой темой, ничуть. С понедельника прямо можете начинать праздновать. Скот пригоняли с летних пастбищ и забивали, готовили обильный пир, разжигали очищающие костры, совершали жертвоприношения и охранительные обряды. Ряженые ходили из дома в дом, распевая песни, получая за это угощение. В каждом доме ждали прихода гостей из потустороннего мира. Ждали и боялись. Те древние обычаи сохранились в наше время в виде веселых проказ Хэллоуина, детского праздника, ставшего международным. Большинство из тех, кто наряжается в эту ночь в страшные или смешные, или немного неприличные костюмы, и обмениваются конфетами и практическими розыгрышами, понятия не имеют, откуда все это пошло. Садитесь поудобнее и притушите свет. И проверьте, хорошо ли заперты двери. Еще в каменном веке древние жители Ирландии располагали свои могильные курганы так, чтобы 2 раза в год на Самейн и на Белтейн восходящее солнце светило прямо сквозь низкий проем, ведущий в похоронные камеры. В легендах, записанных в средние века перепуганными христианскими монахами, с переменным успехом пытающимся привести гельских язычников к единому богу, говорится, что Самейн, древние курганы разверзались, открывая порталы в потусторонний мир. Исши, люди курганов, феи, эльфы и духи могли пройти в наш мир. Они могли быть потрясающе прекрасными, но могли быть и ужасающими и злобными. Маленький демон Пуко, умеющий менять обличие, предлагал людям покататься на нем, а потом отказывался отпускать и устраивал наезднику дикое и ужасающее путешествие над землей. Леди Гвин, страшная женщина, одетая в белое и сопровождаемая черной свиньей, преследовала ночных путников, сводя их с ума. Дулаханы, безголовые всадники на огнеглазых вороных лошадях, которые несли в руках свои изуродованные головы, скалящиеся демонической усмешкой, гонялись за людьми и похищали их в преисподнюю. Оттуда всадник без головы переберется в рассказ Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине» и через него доскачет до самого Техаса, где эту легенду еще раз обессмертил Майн Рид в своем культовом романе «Всадник без головы». Все эти демоны и феи были, по всей видимости, атовистическими потомками доисторических богов природы и стихий. К историческим временам они значительно порастеряли свою власть и силу, но все равно их следовало опасаться. Круглый год ирландцы старались умилостливить своих соседей подношениями еды и питья, но на Самейн к этому нужно было относиться с особой серьезностью. В сказках рассказывалось, как на Самейн из курганов выходили на свет страшные чудовища, и герои убивали их специально заговоренным волшебным копьем, за что они становились легендарными лидерами своего народа. В других сказаниях говорится, что на Самейн проводились жертвоприношения, чтобы умилостливить тех, кто под курганами. В книге «Вторжений» говорится, что в древности каждый Самейн, народ Ирландии, должен был отдавать 2/3 своих детей, свое зерно и свое молоко чудовищным фаморам, олицетворением хаоса, тьмы, смерти и засухи. Согласно более поздним аналам 4 мастеров, которые были написаны христианскими монахами, на Самейн в языческой Ирландии первенцев приносили в жертву каменному идолу Кром-Круаху, пока святой Патрик не прекратил все эти безобразия. Некоторые ученые предполагают, что эти легенды говорят о реально существовавших в древности человеческих жертвоприношениях и утверждают, что несколько ирландских болотных людей – это такие естественно мумифицированные в торфяных болотах тела древних покойников. Так вот, некоторые из них, например, кроганский человек, очень хорошо сохранившееся тело 2000-летней давности, по-видимому, были важными персонами, даже, может быть, королями,
которые были ритуально убиты на Самейн. По крайней мере, это объяснило бы их необычные обстоятельства смерти. Холм Кроган, где был найден кроганский человек, в ирландской мифологии известен как Бриэйл. В мальчишеских подвигах фольклорного богатыря Фиона нам сообщают. В то время на волшебном холме Бриэле жила очень красивая девушка, и звали эту девушку Эли. Я не думаю, что это совпадение. Мужчины Ирландии враждовали из-за этой девушки и один за другим приходили к ней свататься. Каждый год сватовство происходило на Самейн, потому что волшебные курганы Ирландии всегда были открыты вокруг Самейна, потому что на Самейн ничто не могло быть скрыто в волшебных курганах. С каждым мужчиной, который приходил к ней свататься, случалось следующее. Убивали одного из их людей. Это делалось, чтобы отметить это событие, и никто никогда не узнал, кто это сделал. Хорошо съездили. На Самейн также умирали те, кто в этот год нарушил свои гейсы, запреты или табу, которые люди налагали на себя, заключая договоры с богами. Гейс – это такое благословение-проклятие. С тобой все будет хорошо, пока ты не совершишь какое-то запретное действие. Уколешься веретено или возьмешь у незнакомой бабки в лесу наливное яблочко. В ирландском фольклоре, как правило, женщины накладывают гейс на мужчин. Богини, ведьмы и просто заинтересованные дамы, умевшие колдовать. К примеру, на Кухулина, ирландского Илью Муромца, был наложен гейс никогда не есть собачье мясо. Но поскольку у ирландцев существовало общее табу на отказ от угощения, то когда ведьма угощает его собачьим мясом, Кухулин не может отказать ей, нарушает гейс, и это приводит к его смерти. И на Самейн люди расплачивались по своим гейсам, потому что это был конец года, конец временного цикла. Считалось также, что сквозь порталы в холмах в ту ночь души умерших родственников возвращались в свои дома на теплый свет огней в холоде ночи. И для них накрывали место за общим столом и не закрывали окон и дверей. Этимология слова «совен» до сих пор не выяснена точно, но вполне вероятно, это очень древнее название связано с протокельтским словом, первоначальное значение которого было «собрание», и, возможно, имелось в виду собрание живых и мертвых. Совен – это ночь, когда вся семья собирается за одним столом, включая предков. Семья сходилась на молчаливый ужин, в течение которого не произносилось ни слова, поскольку в эту ночь мертвые могли слышать абсолютно все, что произносили живые. Души благодарных родственников могли вернуться, чтобы даровать благословение, но также легко душа обиженного человека могла вернуться, чтобы отомстить. И никто не мог точно знать, какое невидимое существо делит с тобой трапезу. Поэтому на всякий случай их приглашали в дом, но не болтали при них лишнего. Недоеденную духами порцию уважительно выставляли за порог. И, по всей видимости, некоторые предприимчивые и нетрусливые селяне начали таскать с порогов угощение, оставленное духом. А чтобы не накостыляли, они наряжались в костюмы привидений, оборотней и прочей нечисти. По крайней мере, это одна из версий происхождения обычая наряжаться на Самейн в дикие страшные костюмы. Но также возможно, что люди начали рядить своих детей, чтобы феи, повылазившие из курганов, не похитили их, и злонамеренные духи предков не причинили им вреда. Ирландские феи вообще были знамениты тем, что похищали человеческих детей и вместо них оставляли своих подкидышей с рыжими волосами и умненьких не по годам. Вообще, вера в то, что человека могут похитить феи и оставить вместо него самозванца, была настолько крепка в сознании ирландцев, что в 1895 году некая Бриджит Клири была убита своим мужем и родственниками, которые аргументировали свое поведение тем, что это была не настоящая Бриджит, а настоящую похитили феи. На эту идею их подтолкнуло то, что Бриджит была необычно самостоятельной женщиной для ирландок того времени, купила швейную машину «Зингер»
и попыталась создать свой собственный бизнес как модистка и швея. Оказалось, что в Северной Ирландии в конце XIX века это был достаточный повод объявить тебя нечистой силой. Неудивительно, что в средние века те, кому приходилось путешествовать в ночь на Самайн, выворачивали одежду наизнанку и пачкали лица сажей, чтобы вышедшие из курганов эльфы и духи предков не смогли их узнать. И похоже, что нахальные люди в какой-то момент начали рядиться во всякую нечисть и ходить по домам, притворяясь, что они есть духи из-под земли и требуя еду. Не знаю, насколько всерьез воспринимали их односельчане, но постепенно этот обычай наряжаться в костюмы для того, чтобы или изобразить нечистую силу, или отпугнуть от себя нечистую силу, а потом ходить по домам, петь песни и просить еду, широко распространился по Шотландии и Ирландии. Интересно, что в других местах Европы костюмы, колядки и обход соседей с получением угощения были частью других ежегодных фестивалей, скорее ближе к Рождеству, к Юлу. Однако в гельских регионах все это считалось более уместным в ночь, когда сверхъестественные существа блуждали в мире людей. Самайн. Совен. И поскольку в эту ночь все ожидали мести и мелких гадостей от гостящих привидений, то молодежь пользовалась безнаказанностью, чтобы устраивать шалости и розыгрыши, из-за чего Самайн прозвали также ночью озорства. Ряженые молодые люди ходили из дома в дом, громко угрожая натворить бед, если их не примут и не накормят. И чтобы их не узнали соседи, их лица были зачернены пеплом защитных костров. На Самайн, на вершинах холмов, друиды зажигали священный костер и приносили жертвы богам. Костры были своего рода симпатической магией. Имитируя солнце, они помогали силам жизни и роста и сдерживали наступление тьмы и зимы. Это были живые огни, разожженные трением с помощью гигантского огневого сверла, сделанного из целого ствола дуба. Его ставили вертикально, и целая бригада раскручивала его с помощью канатов, пока труд под концом бревна не начинал тлеть. Считалось, что пламя, дым и пепел такого огня защищают и очищают. Скот гоняли вокруг костра или по его углям, когда он немного угасал. Молодежь прыгала через костер и делала отметки друг другу на лицах его пеплом. Пепел разбрасывали по полям, чтобы защитить будущий урожай от болезней и заморозков. Все другие огни в домах тушили и по новой зажигали от этого священного костра, предварительно обнеся новый огонь вокруг дома по солонь, чтобы защитить его от злых сил. И поскольку железные фонари были дорогие и редкие, то их заменяли на в изобилии имевшиеся крупные репы и турнепсы. Корнеплоды выскабливали изнутри и превращали в фонарик, с помощью которого священный огонь можно было донести до дома. А ряженые освещали себе дорогу с помощью реповых фонарей, на которых вырезали страшные рожи для пущего эффекта. В темноте эти фонари плыли над землей и были похожи на блуждающие огни, которые называли Джек с фонарем, Джек-о'-лантерн. История о Джеке с фонарем существует во многих вариантах. Одна история гласит, что проныра Джек обманом заставил сатану залезть на яблоню, и как только тот забрался наверх, Джек быстренько вырезал кресты на стволе, после чего сатана не мог спуститься и оказался в ловушке. Джек отпускает сатану только после того, как тот соглашается никогда не забирать его душу. Но это не сделало Джека бессмертным. И когда Джек умер, то он, как знатный греховодник, не смог попасть в рай. Однако сатана пообещал не забирать его душу, и в ад он тоже попасть не мог. И в результате Джеку некуда было податься, он вырезал из репы фонарик, положил в него уголек от адского пламени и пустился ходить по земле в поисках пристанища. И когда вы видите над болотом блуждающий огонь, эта душа Джека бродит по земле, не находя себе покоя. В конце XIX века с волной массовой ирландской миграции традиции и поверья Самайна перекочуют через океан в Америку,
чтобы распространиться там в форме современного праздника Хэллоуин. Вместо репы фонарики начнут вырезать из гораздо более подходящей и большой местной тыквы. А переодевание, клянчение конфет у соседей и проказы под покровом темноты станут практически эксклюзивно детским развлечением. От общения с духами предков и подземными жителями, от гаданий и предсказаний будущего остались шумные игры, как, например, Apple Bobbing, когда играющие пытаются без помощи рук выхватить зубами яблоки, плавающие в большом корыте. В Старом Свете на каждом из яблок писали имя, и девицы и парни старались зубами выудить себе желательного суженого. Яблоки в древности были в среднем гораздо меньше нынешних. Так что если вы вздумаете возродить эту славную традицию, зубами вытаскивать яблоки из корыта, во-первых, выбирайте яблоки поменьше во избежание вывихов челюсти, а во-вторых, пересмотрите Хэллоуин Эркюля Пуаро во избежание прочих несчастных случаев. Это сезон 12, серия 3. Как же, собственно, Самэйн, или Совен, превратился в Хэллоуин? Христианизация древних языческих культов началась еще в раннее Средневековье. Важность дохристианских обычаев в жизни людей, по-видимому, не ускользнула от внимания ранней католической церкви. Папа Григорий I, также известный как Святой Григорий Великий, возглавлявший церковь с 590 по 604 год, посоветовал миссионеру, отправлявшемуся в Англию, вместо того, чтобы пытаться покончить с религиозными обычаями нехристианских народов, просто постараться наполнить их христианским содержанием. В IX веке католическая церковь назначила 1 ноября Днем всех святых, а 2 ноября стало Днем поминовения усопших. Это создало трехдневное празднование, известное как All Hallow Tide, Всесвятой поток, период всех святых. Он начинался бдением в ночь кануна Дня всех святых, 31 октября, продолжался в День всех святых, 1 ноября, и заканчивался Днем поминовения усопших 2 ноября. Это слово постепенно превратилось в современное Хэллоуин. Обычай приглашать в дом души предков, естественно, заместился христианскими молитвами поминовения покойных. Традиция выпекать и раздавать крестовые пироги беднякам слилась с угощением приходящих к дверям ряженых. Костры, некогда отгонявшие фей, начали отгонять дьявола. В средние века церкви в Европе, которые были слишком бедны, чтобы выставлять мощи святых мучеников на День всех святых, позволяли прихожанам вместо этого самим наряжаться в святых. Многие верили, что раз в год мертвецы с кладбищ восстают для одного дикого отвратительного карнавала, известного как Данс Макабр. Данс Макабр призывал христиан не забывать о конце всего земного, о конечности жизни и о тщетности земных удовольствий, о том, что все там будем. И в Хэллоуин он разыгрывался на деревенских представлениях. Люди наряжались трупами, рядились в саваны и раскрашивались как скелеты. И это, опять же, органично слилось с обычаями Самэйна. Современная христианская церковь неоднозначно относится к Хэллоуину. Некоторые считают его безобидным детским праздником, другие же доходят до того, что клеймят Хэллоуин как языческое мероприятие, смахивающее на поклонение дьяволу. То есть не существует общего отношения всей христианской церкви к Хэллоуину, и позиция местной церкви зависит в значительной степени от вашего местного батюшки. Кстати, надо заметить, что православные христиане отмечают День всех святых в первое воскресенье после Троицы, она же Пятидесятница, то есть 50-й день после Пасхи. И в зависимости от того, куда выпала Пасха, это где-то в начале лета. То есть никакого совпадения православного Дня всех святых с Хэллоуином и Самэйном вообще не существует. Зато Самэйн активно празднуется современными язычниками и викой. Совен. Так точно, Совен. Поскольку существует множество видов неоязычества, их празднования Самэйна могут сильно отличаться. Реконструктивисты пытаются подражать историческому фестивалю, настолько, насколько это возможно, минус разве что человеческие жертвоприношения, я очень надеюсь.
Другие неоязычники подходят к празднованиям творчески, основывая их на нескольких различных, не связанных между собой традициях. И гельская традиция – это только одна из них. Опять же, в южном полушарии неоязычники празднуют Самэйн не 31 октября, а с 30 апреля на 1 мая, потому что именно тогда у них заканчивается сбор урожая и начинается темное время года. Некоторые астрономически зацикленные неоязычники настаивают на том, что Самэйн надо отмечать точно в астрономическую середину между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием, а оно падает не на 31 октября, а где-то примерно на 6-7 ноября в северном полушарии. Вообще, надо заметить, что колесо года – это современная концепция, отнюдь не древняя. Не то чтобы все древние кельты праздновали все 8 праздников в году. В лучшем случае 4, а по большей части только 2. Слова «Лита», «Астара» и «Мабон» вообще возникли только в 70-х годах 20 века, когда современные ведьмы утрясали годовое расписание шабашей. Так что, когда вы в следующий раз вяжетесь в спор в интернете, на какой астрономический день в этом году нужно праздновать тот или иной языческий праздник, вспомните о том, что у подавляющего большинства чьих угодно предков, честно говоря, не было времени устраивать фестивали каждые 1,5 месяца. Обычаи Самэйна и Хэллоуина в завуалированном виде рассказывают о страшной правде жизни в древности, когда люди были катастрофически беспомощны перед силами природы, и физическое выживание оставалось ежедневной проблемой. И чтобы выжить, пережить зиму, не погибнуть от голода и холода, от болезней и диких зверей, люди призывали на помощь сверхъестественные силы и пытались подкупом, мольбой или обманом выпросить у них еще немножко жизни, убывающей вместе с уходящим солнцем. На сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал. Я выкладываю новый ролик каждую субботу практически без исключений. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до новых встреч.